Привет-привет! Спасибо, что заглянули ко мне на канал. Меня зовут Катя, я люблю скрапбукинг. Сегодня у нас вот такой небольшой альбом размером 15 на 15 округляю. Он выглядит очень нежным, романтичным. И коллекция сама очень прекрасная, она меня вдохновила и захотелось создать что-то вот такое легкое, красивое, но при этом несложное. Поэтому вот такой альбом родился. Я делала уже похожий, так как здесь необычный переплет. Поэтому, если вам интересно создать что-то подобное, давайте присоединяться к процессу и творить вместе. Мне будет очень приятно, поэтому присоединяйтесь. Для работы я использовала набор 30 на 30, если быть точнее, всего пойдет 3 листа. Дальше у меня вырезалки из этой коллекции, вырубка, немного цветов подходящих, также кружево, всякие дополнения к этому. Ну, в общем, стандартный набор для создания альбома. Нужно выбрать фоны такие нейтральные, которые даже если их перевернуть, будут смотреться нормально. Поэтому у меня именно такие фоны. Итак, бигуем по стороне 6 дюймов и 12 дюймов, там, где у нас есть наклеечка, да, бирочка. И дальше бигуем по стороне 5 дюймов 7/8 с одной и с другой стороны, переворачивая. И повторяем весь этот процесс со всеми 3 листами. Это позволит нам собрать из этих листов сразу переплет. Очень быстро это все сделать, и я думаю, что по видео видно, что для переплета не понадобится очень много времени, но при этом альбом будет смотреться полностью полноценным. Следующий этап: нам нужно разрезать и правильно сложить наш альбом. У нас есть 2 рисочки бига, это наша толщина переплета. Вот как раз по ней мы отрезаем, разрезаем, да, по одной стороне. Смотрите, чтобы у вас расположение рисунка было правильным, и при необходимости поворачивайте странички. Теперь проглаживаем и начинаем сворачивать. Складываем сначала пополам. Если где-то что-то лишнее выступает, это можно подрезать, потому что мы биговали и какая-то толщинка создается. Поступаем аналогичным способом со всеми страничками. Я сначала предпочитаю сложить все пополам, а дальше уже биговать дальше, кому как удобно. Но вместе с тем, как бы независимо от этого, переплет все равно получится. Следующий этап: нам нужно создать странички. Да? Для этого нам нужно подогнуть еще линию с надписью, которая в коллекции. Да? Она позволит нам склеить карманы, чтобы не использовать дополнительную бумагу и не тратить дополнительное время. Итак, дальше у нас есть 2 рисочки бига. Это как раз толщина нашего переплета, повторюсь. И, соответственно, мы сгибаем с каждой стороны, хорошенько проглаживаем палочкой. Вам нужно убедиться, что ваша бумага не рвется и хорошо держит форму. При этом тогда переплет получится надежным и хорошим. Вот так с одного листа бумаги у нас уже получается 2 разворота, и ничего лишнего потом не нужно будет склеивать. Повторяем процедуру со всеми листами. Вот здесь я надрезаю для того, чтобы потом удобно было склеивать и не нужно было дополнительных действий каких-то применять. Поэтому сразу все по ходу. Естественно, из 3 листов получается 6 разворотов. Если вы хотите больше либо меньше, пожалуйста, ваше право. Можно, соответственно, применять, просто потом размеры подстроить обложки и самого переплета, да, под ваши размеры. У меня это 3 листа. Я считаю, что вполне 6 разворотов достаточно для какого-то события небольшого, либо фотосессии. У меня здесь не будет очень много фотографий, так как будут карманы. Ну, при желании можно создать и намного больше, и взять толщинку чуть больше. Теперь самое интересное, да, располагаем так странички, чтобы, когда мы сейчас начнем склеивать, у нас минимальные затраты на то, чтобы добавлять какие-то еще карманы в плане того, чтобы приклеивать другую бумагу. Я изначально склеиваю все по одной стороне, там, где точно складывается карман, вот так легко и просто. И сразу обрезаю, если есть какие-то неточности. Дальше, в прошлый раз, когда я делала подобное, я все странички склеивала с помощью дополнительных перемычек, и таким образом получались карманы. Здесь я решила, что у меня такая бумага, которую можно переворачивать в разные стороны, и таким образом у меня получается, что мне нужно было доклеить всего лишь одну перемычку. То есть это значительно ускоряет процесс и облегчает, и бумага сама не портится при этом, да, не влияет на красоту самого разворота вся эта штука. Поэтому вот так очень быстро, смотрите, уже 2 разворота собранных. Поэтому вот здесь остается мне приклеить только одну перемычку, которая уже есть, и добавить одну из скраб бумаги, и все, и переплет по факту готов.
Конечно же, для плотности и уверенности я потом укреплю это тканью, но даже если без ткани, если у вас там будет по несколько фоток, мне кажется, что бумага у меня плотная, 250 грамм, поэтому мне кажется, что все выдержит, даже если не укреплять дополнительно ничем. Ну, я предпочитаю надежность, поэтому, конечно же, я все укреплю еще тканью. Если не хотите там карман, можно просто склеить 2 странички вместе, и тогда вообще не понадобится никаких перемычек. Аналогично и с другими страничками. Можно не делать карманы, а просто склеить между собой странички. Ну, таким образом, когда есть карманы, мы увеличиваем пространство для фотографий, и, соответственно, больше вариантов есть того, чтобы вместить туда какие-то интересные моментики, а не просто там пару фоток. Вот в ускоренном виде у меня ушло чуть меньше 5 минут для того, чтобы склеить. Естественно, вживую это где-то минут 15 на все про все, поэтому вот прям супер быстрый переплет. Дальше я делаю отверстия для карманов. Если у вас нет такого дырокола, как у меня, можно дырокол круга или даже просто от руки нарисовать и вырезать, либо использовать какой-то нож, например, да. Поэтому все, что у вас есть, можете использовать. У меня есть этот дырокол, и мне нравится, он хорошо подходит, и как раз аккуратно очень отверстия получаются. Дальше переходим к самому, собственно, переплету. У меня здесь ткань поплин называется, она достаточно плотная здесь, и цвет мне нравится, она хорошо подходит, эта ткань, к самому цвету коллекции, поэтому складываю такие краешки, да, и приклеиваю все к самому переплету. Здесь важно помнить такую вещь, что у нас по бокам, да, в конце не были странички склеены, поэтому если вы хотите быть на 100% уверены, что там, например, все склеено, на этом этапе это можно сделать. Но с другой стороны, я не вижу надобности из-за того, что мы сейчас приклеим ткань, и весь переплет будет держаться вместе, и по факту, даже если оно не склеится, выпасть ему тоже некуда, потому что там все закрыто и все держится. Поэтому решать вам, ну, как бы я не люблю делать дополнительную лишнюю работу, поэтому у меня вот так получилось. Теперь аккуратненько проглаживаем каждый шов, каждый разворот для того, чтобы все хорошенько схватилось. На этом этапе можно обрезать ткань, но я предпочитаю все-таки ее приклеить еще к основанию, таким образом укрепив окончательно переплет. В дальнейшем я пойму, что все-таки надо было бы срезать еще и уголки. Здесь давно я не делала альбом, и отвыкла уже. Ну, даже если так, то тоже, в принципе, нормально. Просто толщина на обложке будет чуть больше, чем мне бы, например, хотелось. Ну, а так оставляем теперь наш переплет подсохнуть хотя бы минут 20. В это время займемся тем, чтобы продумать наши развороты. Декор-процесс достаточно универсальный, и у каждого он свой. Я хотела здесь использовать очень простые композиции, не очень объемные, потому что у меня всего лишь там чуть больше полсантиметра, мне кажется, сантиметра, вернее, миллиметров 7 переплет, может даже 6, поэтому как бы особо не разгонишься, поэтому композиции у меня минималистичные. Вообще я люблю, чтобы фотография была главной в основе странички, поэтому я стараюсь не перебарщивать с декором, и для меня это важно. Вы делаете так, как вам нравится, поэтому процесс я комментировать не буду, потому что у вас есть у каждого свое видение, что вы хотите видеть там. Я покажу то, что делала я, это все в ускоренном формате, поэтому наслаждайтесь процессом, давайте очень скоро увидим, что же из этого получится.
Сам блок готов, теперь займемся обложкой. У меня, значит, размер обложки 15,5 на 15,5, но уже по факту при склейке лучше скажу, что использовать 15,5 для высоты и 15,3 для ширины. Так будет намного лучше и легче потом совладать. Обложку я обтягиваю замшей и не буду подкладывать никакой синтепон. Мне хочется, чтобы была более плотная обложка, поэтому такие четкие края будут именно благодаря тому, что картон вот такой будет плотный. Каждую страничку я обтягиваю отдельно. При этом помню то, что я хочу сделать обложку, вернее корешок сам, да, отдельно, поэтому мне нужно потом его еще будет приклеить с обложкой вместе. Поэтому не фиксирую края с одной стороны, для того, чтобы потом можно было подклеить сам корешок. Клею я все на так иглу. У меня вышло видео на прошлой неделе о битве клеев, да, и я поняла, что лучше, чем так иглу, у меня нет вариантов. Единственное, что вот на клей-карандаш могу приклеить вот такую легкую ткань. Это у нас корешок. Будет я его еще не биковала, пробикую, когда всю ткань приклею. Я в последнее время вот так мне нравится прикрывать, чтобы уже внутри корешок также выглядел аккуратным. Поэтому, если есть у вас утюг, прекрасно было бы прогладить сразу, чтобы уже укрепить и хорошо схватился клей, и при этом, если какие-то части воздуха остались, чтобы они также хорошенько приклеились. Корешок очень простой, да, ничего такого сверхъестественного. Единственное, что я потом еще добавлю туда немного другой красоты, увидите скоро. И теперь я откладываю по 4 сантиметра с краю. По факту можно меньше, уже сразу скажу. И бикую в каждую рисочку необходимое количество, необходимое расстояние. Да? Вы замеряете по своему альбому, потому что толщина бумаги у каждого разная. И обязательно проверяйте, хорошо ли входит у вас все. Так, теперь приклеиваем сам корешок. Здесь я полностью надрезаю ткань, потому что нам нужно вклеить корешок, и чтобы наш уголок выглядел аккуратным. Поэтому я здесь подрезаю до самой обложки впритык и немного скашиваю углы, чтобы приклеить внутрь вот эту часть замши. И потом к этой же части у нас приклеится и бумажная, да, часть, которая у нас уже подготовлена. Вот эта часть я имею в виду. Здесь я ее укорачиваю, понимаю, что такого длинного объема мне не нужно. Я изначально хотела просто делать с отставом обложку, поэтому как бы взяла чуть больше. Ну, сейчас я понимаю, что я уже не хочу отстав, поэтому я укорачиваю, и как раз остается буквально, по-моему, по 2 сантиметра я оставила. Здесь важный момент, чтобы хорошо нанести клей, хорошо приклеить. Если у вас есть машинка, замечательно, можно прострочить для надежности. У меня машинки нет, поэтому моя надежность — это клей. И я потом еще добавлю братца для того, чтобы быть максимально уверенной, что все будет хорошо держаться. Сам процесс здесь несложный, да, все хорошенько закрепляем. Я буду использовать вот такие штучки, да, чтобы оно хорошенько схватилось и точно держалось. Повторяем то же самое со второй частью. Здесь также важно еще разместить правильно обложку так, чтобы она не выходила за край синей ткани, да, как у меня здесь замши, чтобы она плотно прилегала, но при этом и не выступала. От этого зависит то, как ваша обложка будет выглядеть дальше, поэтому обязательно проверяйте. В принципе, здесь можно увидеть, что ткань, которую я обтянула корешок, на вот этих переходах, она в принципе лишняя, я бы сказала, можно было бы ее срезать, но она у меня уже хорошо схватилась, поэтому мне это не удалось сделать. Теперь занимаемся самой обложкой. Дальше обязательно проверяем, хорошо ли входит наш блок, пока еще можно что-то пошевелить. Вот здесь я поняла, что можно было бы чуть короче обложку сделать. Ну, понятно, что уже все было обтянуто, поэтому я уже выкручивалась из того, что было у меня. Я хочу, чтобы альбом у меня закреплялся на ленты, закрывался, поэтому проклеиваю здесь ленту. Опять же, если есть машинка, лучше прострочить. У меня пока нет, поэтому тоже фиксирую дополнительно еще малярным скотчем для того, чтобы хорошенько схватилось. И также я еще добавлю шеби-ленту для более изысканности и легкости. Я всегда проверяю, насколько плотно все держится, поэтому сначала даю хорошенько время подсохнуть, чтобы убедиться, что все будет
хорошо держаться надежно, и только в этом случае я дальше пускаю в ход. Поэтому на видео не видно этого процесса ожидания, но как бы он обязательно есть. Если у вас машинка, это все облегчает, да, быстренько прострочили и точно уже уверены. Теперь распределяем братцы. Я беру по 5 штук на каждую сторону. Я провела такую, просчитала, скажем так, по сантиметру с краю, и дальше по 3,5 сантиметра между. Там между одними получается, по-моему, 3,4, а не 3,5. Ну, я думаю, что 1 миллиметр он не так заметен. Таким образом закрепляю обложку, использую, переворачиваю шило, да, и закрепляю таким образом все части братцев. Они хорошо будут плотно держать, и я буду точно уверена, что все хорошо работает. Теперь как раз вот тот момент, где я сказала, что обложку немного украшу. Когда я потом снимала на видео обзор, оно как-то выглядело достаточно смазанно, не очень красиво, но вживую это смотрится очень красиво. Прям вот такой красивый тон глубокий, и прям классно сочетается. Поэтому не знаю, как тут на видео выглядит, но вживую я прям кайфую от того, что получилось. Ну и финальный этап, этап обложки. На обложке у меня будут цветы, конечно же, потому что в альбоме у меня, по-моему, пару штук всего лишь было. Толщина как бы, да, не сильно позволяет разгуляться с цветами. Но уже на обложке ничего не сдержит, поэтому, конечно же, добавляю цветы, добавляю вот такую веточку классную. Она здесь очень классно вписалась. Я прям просто кайфую от того, что получается. Мне очень нравится конечный результат. Поэтому склеиваю, приподнимаю все здесь, что-то на картон, что-то на фоамиран, потому что толщина мне нужна разная, и для этого также использую разные отрезки. Да? Мне кажется, что обложка получилась очень милой, и надпись Believe — это как раз то, что мне сейчас очень нужно верить. Поэтому как раз альбом, наверное, обо мне слегка. Осталось найти классные фотки, чтобы туда их вставить. По факту, если заняться таким альбомом, то за день вполне реально все сделать, и как вариант быстрого подарка, особенно если не сильно заморачиваться с декором, как я заморачивалась, можно просто по краям чуть-чуть добавить и дальше вложить уголочки, и человек сам вклеит фотки, не надо никаких подложек, и тогда этот процесс еще быстрее ускорится. У меня на все, по-моему, ушло 3,5 часа записи, ну где-то что-то я не записывала, ну пусть 5 часов всего. Поэтому, в принципе, как вариант быстрого альбома вполне себе нормально. Хотела еще добавить насчет вырезалок. Набор здесь обалденный просто. И мне вот хватило на альбом. И я сейчас готовлю 9 открыток. И еще у меня остались вырезалки. Поэтому их действительно хватит на много работ. И это только один набор. Поэтому если вы ищете какие-то варианты, то вот набор этих высечек очень классный вариант, чтобы обеспечить себе большое количество проектов. И посмотрите, да, что я не жалела высечек, не жалела вырезалок. И, в принципе, нормально смотрится все, и как-то по тонам все хорошо сочетается. Поэтому классная коллекция. Я очень рада, что имею возможность творить в этой дизайн-команде и создавать такую красоту. В конце, конечно же, я еще добавила топпинги и внутри, и на саму обложку. Это еще немного оживило, придало какой-то такой нежности и романтичности самой обложке. Ну и как процесс, я наслаждалась этим процессом, потому что я не очень часто сейчас делаю альбомы, и я реально скучаю за этими моментами и часами, которые я провожу за творчеством. Благодарю вас за просмотр. Надеюсь, вам также пригодится это видео. И мне будет очень приятно, если вы создадите что-то подобное. Обязательно напишите в комментариях, как вам такая работа, как такой вариант переплета. Я в процессе новых работ, скоро расскажу вам интересную новость, поэтому буду ждать ваших откликов. И всем мира, добра, прощаюсь, и скоро встретимся снова на канале.